наступил такой момент, когда мне просто надоело ныть, мне просто надоело жалеть себя, мне надоело трястись над этим телом, которое, в принципе, не становится лучше. В принципе, этот карантин для меня абсолютно, нормальные условия, потому что я так привыкла жить всегда в четырех стенах и работать удаленно, и для меня особо ничего не изменилось. Многие, кто не остался без средств существования, а просто перешел на удаленку, это тоже оценили, особенно женщины. И когда мы начинаем смотреть внутри себя и искать причину, для чего это нужно, что мне это дает, какое новое знание, какой новый опыт. В принципе, вот и есть тот самый выход из кризисной ситуации. Человек с инвалидностью, он же не приходит один. У него есть семья, у него есть друзья, у него есть дети. Понимаете? А это потенциально уже увеличивает количество клиентов. Такие простые вещи, как, например, быть независимым, да, в быту, иметь возможность выходить на улицу, иметь возможность быть свободным. Это все на самом деле такая радость, и это и есть жизнь. Как и все, я мечтала реализоваться в профессии. Вообще же инвалидность, она же не влияет на профессионализм человека. Если я эффективна, если я хорошо и качественно делаю свою работу, какая разница, как я ее делаю, руками или ногами, или лежа. Надоело стучаться в закрытую дверь. А я хочу жить, и пришло время жить. Любой кризис, это, как я сейчас понимаю, да, это всегда возможность. Я скажу Айслу, ничего не пугайся, ничего не бойся. Сложно – это не значит плохо. Кризис – это не значит плохо. Кризис – это значит, что скоро будет скачок вверх. Добрый день, это Янина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах». Нашими гостями в этой серии интервью являются люди, живущие с инвалидностью. Когда-то их жизнь также остановилась, как наша сейчас в связи с карантином и локдауном, и они были вынуждены искать пути, решения для того, чтобы из этой ситуации выйти и начать новую жизнь. И именно поэтому они сегодня могут поделиться с нами своими стратегиями и дать нам действенные советы, такие, которые мы не получим ни от коучей или мотивационных спикеров, просто потому что не у всех из них есть такой опыт. Мы не делаем героев из наших собеседников и не ищем инспирации в их судьбах. Речь идет действительно об очень конкретных советах, которые могут помочь нам сегодня во время карантина и в том кризисе, который только начинается и затронет жизни всех из нас, так или иначе. Наша сегодняшняя гостья Айслу Асан из Караганды. Айсу, добрый день. Добрый день, Янина. В 2004 году Айслу попала в автомобильную аварию. До этого момента она закончила факультет журналистики Карагандинского государственного университета. Айслу пользуется инвалидной коляской, и сегодня она является контент-специалистом и сооснователем сообщества профессионалов с инвалидностью Everland. Айслу, у меня к вам первый вопрос. Кем вы были до аварии? Какие были у вас планы на будущее? И ваше социальное положение, ваши профессиональные планы на будущее, и что, собственно говоря, случилось? До аварии я была мамой в декрете, то есть после окончания вуза я вышла замуж и родила ребенка, и, в принципе, не работала после получения диплома, не считая какой-то практики во время обучения в университете. Вот. Мне было всего 22 года, поэтому, как и все, я мечтала реализоваться в профессии, да, представляла себя больше репортером, наверное, что буду бегать на мероприятия, какие-то интересные события. Я видела себя непосредственно пишущим журналистом, не телевизионщиком, не радищиком. Вот. И, все, в принципе, наверное, было как у всех.
Потом произошла авария. Ну, получилось так, что я вылетела из машины в окно, и у меня сломался шейный отдел позвоночника, и как следствие, ну, большая часть тела была парализована, в том числе и кисти рук, да, то есть которыми, например, ну, нужно набирать на клавиатуре. Сейчас, насколько сейчас у вас работают руки? Руки мои, наверное, остались почти в том же состоянии, но я смогла приспособиться работать на ноутбуке, и это очень часто удивляет таких же шейников, как я, потому что им кажется, что, ну как это же невозможно, вот, имея вот такие вот сжатые пальцы, работать за клавиатурой. Но я научилась, я приспособилась, я не пользуюсь мышкой, я научилась одним пальцем, большим пальцем левой руки нажимать на кнопки. И у меня очень быстрая скорость печати. И таким образом я набираю тысячи знаков в день. Потому что я, как и мечтала, все же, несмотря на свою инвалидность, работаю с текстами. Айслу, вот вы попали в больницу, и как прошли первые несколько недель, какие у вас были страхи, мысли и действия? И когда вы начали переосмысливать ситуацию, как вы начали ее принимать? Что я помню из первых недель, это, конечно, какое-то состояние шока сначала, потом какой-то истерики. Ну, представьте, когда ты сел в машину, потом ты не помнишь, а потом ты пришел в себя, и ты находишься в горизонтальном положении, подвижно, и видишь потолок. Вот, поэтому состояние шока, истерики, некого страха и абсолютная уверенность в том, что больше нет брака, вот, что все это невозможно, и очень-очень много таких мыслей, что, в общем-то, впереди тебя больше ничего не ждет, хотя мне врачи не говорили правду о том, что я не буду ходить. То есть мне говорили, что пройдет там 8 месяцев, год, и я очень-очень верила врачам, и как бы поначалу не очень осознавала, просто меня пугали эти 8 месяцев и год. Ну, то есть неужели мне придется, ну, находиться вот в таком состоянии еще много-много месяцев? Вот. Но потом постепенно стало приходить понимание, что, оказывается, люди с таким диагнозом не поднимаются. Вот. Хотя в то время не было интернета такого, как сейчас, где и такой вокруг меня образовался информационный вакуум, потому что задача врачей — спасти жизнь человека, а потом как бы его выписывают с больницы, и он остается один на один со своей бедой. Вот сейчас ситуация получше, сейчас есть интернет, есть источник, есть литература, сейчас можно онлайн к специалисту, да, можно связаться с такими же, как ты, людьми, что-то спросить. Тогда было все сложнее. Как мне пришло принятие самой себя, первое, наверное, это было то, что через 1,5 года после травмы я приехала на реабилитацию в город Новокузнецк в Россию. Вот. И тогда я увидела таких же, как я, людей на коляске, тоже молодых девушек, молодых парней и не очень молодых людей, которые такие активные, счастливые, там любовь, там свидания, там вечером кто-то где-то с кем-то собирается, договаривается, там женщины в красивых норковых шубах, там женщины, которые перекрашивают волосы, там девушки, которые наносят макияж. Я стала понимать, что это, оказывается, тоже жизнь. Просто нужно принять себя, принять ситуацию и как-то начать просто жить. Вот каждый день. Сегодня встаю, там, наношу тот же самый макияж, ем вкусную еду, влюбляюсь, еще что-то. То есть таким образом это тоже жизнь. И вот это было такое какое-то принятие, сознание первое. Я приехала домой, опять же, в свои 4 стены, и первое, что я сделала, я поставила себе цель научиться писать гелевой ручкой, потому что простой ручкой было очень сложно, а гелевой, и у меня стало получаться. Потом я начала учиться краситься, то есть наносить макияж своими парализованными пальцами. И у меня тоже получалось. И я стала понимать, что, в принципе, если пытаться что-то делать, то, в принципе, этому всему можно, наверное, научиться.
Вот. А позже принятие у меня уже пришло лет, наверное, через 5. Это, конечно, звучит как-то страшно, но наступил такой момент, когда мне просто надоело ныть. Мне просто надоело жалеть себя. Мне надоело трястись над этим телом, которое, в принципе, не становится лучше. Вот. Мне надоело тратить кучу денег на реабилитацию, на операции за границей. Я была в России, я была в Германии, я была в Пекине. Вот. Надоело вот это вот стучаться в закрытую дверь. Я стала понимать, что я стучусь в закрытую дверь, а я хочу жить, и пришло время жить. Жить значит принять себя, значит смотреть в зеркало и понимать, что ты все равно красив, такой, какой ты есть, что ты можешь научиться, ты можешь радоваться. И постепенно я стала использовать разные техники. Одна из них — техника Нарбекова по исцелению. И начала работать над собой. Постепенно вот успокоилась и пришла вот в тот какой-то тонус нормальный, жизненный, как у обычного человека. Должна вам сказать, что тонус жизни у обычного человека тоже такой, когда люди годами и десятилетиями стучатся в закрытую дверь, не понимая того, что нужно принять ситуацию. И мне кажется, что как раз вот эта остановка, вынужденная остановка, в которой оказались все мы и лично, и наши страны, и экономики, и политика, она как раз дает возможность, очень ценную возможность посмотреть внутрь себя и понять, что какие-то двери уже закрываются, и в какие-то двери уже не нужно ломиться, и что откроются новые. Вот если вы могли бы описать, могли бы сказать, какая есть, что есть общего между ситуацией, которая сложилась сейчас с карантином, с локдауном, и вашим состоянием вот, инвалидности, вашей остановкой в жизни? Любой кризис — это, как я сейчас понимаю, да, это всегда возможность. И это, в принципе, всегда так. Это хоть в экономике, хоть в жизни обычного человека. Просто это не сразу, видно, да, это не сразу видно. То есть сначала какая-то паника, ощущение, что что-то пошло не так, да, и нужно, наверное, какое-то время. Ну, вот с сегодняшних своих, вот опыта своего сегодняшнего, я понимаю, что и я бы этот опыт никому не отдала. Если бы мне сейчас предложили вернуться и прожить заново, я прожила бы все, что мне пришлось пережить за эти годы. Потому что это то, что мне дало возможность роста. Понимаете, это посмотреть на ситуацию, почему она произошла и для чего она произошла. А у меня есть четкое знание того, что ничего случайно в нашей жизни не случается. Если ложка упала со стола, это для чего-то нужно. И я считаю, что в моей жизни нет случайных событий, нет случайных людей в моей жизни. Поэтому я воспринимаю так. В то время тогда сначала были вопросы «за что?». То есть за что мне это? Мне 22 года, что я успела сделать такое, да? Ну, то есть, наверное, это нормально для того психологического состояния, в котором я пребывала. Через какое-то время все это прошло, и появился вопрос, а для чего? И вот очень важно ответить на этот вопрос. Почему это со мной случилось? Да? Для чего это нужно? И вот когда мы начинаем смотреть внутрь себя именно, а все, что в нашей жизни происходит, идет изнутри на самом деле, и ощущение счастья, ощущение несчастья, это есть мы внутри, по моему убеждению. Вот. И когда мы начинаем смотреть внутри себя и искать причину, для чего это нужно, что мне это дает, какое новое знание, какой новый опыт, в принципе, вот и есть тот самый выход из кризисной ситуации. Когда мы начинаем искать ответы на вопросы, искать решение того, что есть. Для меня это выглядит так. И на тот период уже я стала понимать, что это тот самый опыт, который сделает меня лучше. Потому что я приняла свое страдание как возможность очистить свою душу. Очистить, переосмыслить какие-то ценности. То есть какие-то простые вещи я стала понимать, что такие простые вещи, как, например, быть независимым, да, в быту,
иметь возможность выходить на улицу, иметь возможность быть свободным. Это все на самом деле такая радость, и это и есть жизнь, потому что это все же, ну, становится понятно в сравнении. Когда мы начинаем ценить, когда мы теряем. Это так и есть. И вот для меня это вот то самое понимание, прекрасное понимание того, что я стала лучше, что у меня появился духовный рост, у меня появился личностный рост. И что из этой ситуации, сделав скачок вверх, такой квантовый скачок, да, перейти с одной точки в другую, это вот и есть то, для чего мне дана эта ситуация. И, в принципе, то, что я за эти там 16 лет я нахожусь в коляске, за эти 16 лет те цели, которые я ставила и хотела достичь, несмотря на то, что у меня очень сложная инвалидность, и я живу, в принципе, в 4 стенах почти всегда, вот, и, то есть это все было бы слишком-слишком простым и обычным, если бы не моя инвалидность. А сейчас я понимаю, что это вот некий духовный рост, личностный рост для меня. И это прекрасно. Я принимаю весь свой опыт. Я не жалею ни об одном дне своей жизни. И не жалею, и не вспоминаю с какой-то горечью, через что мне пришлось пройти физически и в психологическом плане. И я бы советовала всем отнестись так к тому, что есть, заглянуть в себя и понять, а почему мне это нужно, чему меня это учит, что я должен сделать и какое найти решение этой ситуации. Айслу, у вас сейчас 3 детей. На момент аварии вы были в машине с 7-месячной дочкой на руках. Как вы организовали себя и свою жизнь? Ну, нужно обязательно сказать, что вырастить детей, особенно когда у меня, вот последние дети погодки, они у меня, не просто когда ты в коляске, допустим, ты не можешь это сделать один, это однозначно. То есть здесь поддержка семьи, в первую очередь поддержка моего мужа, который помогал мне растить, да, точно так же со мной там днем, ночью. Это моя свекровь замечательная. Она помогла мне также вырастить моих детей, буквально так, что вот после аварии, например, когда дочь у меня старшая была совсем маленькая, она просто забрала ее к себе, и ребенок к нам вернулся, наверное, только когда уже, ну, было почти 2 года девочки. Она даже не называла меня мамой. Вот. То есть также помогали. Ну, вообще вся семья мужа помогала, очень помогали, снохи помогали, сестры, братья, в общем, кто как мог, все поддержали. Вот. Это однозначно семья и поддержка близких, потому что каким бы человек сильным ни был, он никогда не справится один. В самом начале пути точно нет, потому что он такой, ну, ты провалился просто куда-то и не можешь просто выкарабкаться оттуда. Но сейчас, когда они подросли, конечно, это то самое, они возвращают то, что я в них вложила. Вот сейчас уже очень-очень комфортно стало, и действительно, один делает одно, второй делает другое, только нужно всех направлять, контролировать. И я хочу сказать, что мне было очень страшно, когда появился мой сын через 6 лет после аварии. То есть мне было очень трудно его вынашивать. У меня были последние месяцы беременности очень сложные, когда уже невозможно было ни дышать, ни лежать, ни сидеть, ну, в общем, как-то так. Вот. И мне казалось, что когда он родится, то все закончится. Но оказалось, когда я поняла это в роддоме, когда я много-много дней пролежала, там было очень жарко, лето было, я не могла его кормить, я не могла его кормить ни лежа, ни сидя. В общем, никак не могла его кормить. Казалось, что это вот так. И у меня был такой момент, когда у меня была такая послеродовая истерика очень сильная. Там, я не знаю, часа 3, наверное, она продолжалась. Мне невозможно было успокоить. Потому что ко мне пришло понимание того, что, оказывается, все только начинается. Вот. И у меня была паника, приличная паника. Но сколько-то дней прошло, я приехала домой, в свои привычные стены, на свою привычную постель, и через несколько дней я научилась этого ребенка кормить и сидя с подушками, и лежа. Айслу, в одном из интервью вы говорили о том, что было такое ощущение, что вы сидите в 4 стенах, не двигаетесь,
а жизнь где-то проходит мимо, какие-то мероприятия, какие-то проекты. И на самом деле, если я сейчас сравню это с ситуацией людей без инвалидности, то это то ощущение, которое для нас создает, создают социальные сети. Нам кажется, что там происходит что-то невероятное, что там какая-то жизнь бурлит, а у нас ничего не происходит. И точно так же сейчас, в сущности, многие люди, особенно фрилансеры или люди, у которых небольшие бизнесы, небольшие компании, они оказываются в такой ситуации, когда кажется, что вот тут все рушится, все стоит, ничего не двигается, а там у кого-то где-то идет успешная жизнь. Вот вы тогда для себя как с этой ситуацией как вы ее приняли? Что вам помогло принять ситуацию, что да, там, возможно, есть какая-то жизнь, но тот факт, что я нахожусь здесь, сейчас, в четырех стенах, э, вот это правильно. Все, что вне нас, это вне нас. И счастье, и покой, и вся эта гармония, она здесь, она внутри меня. И это мне помогало. Я была в четырех стенах, но я в четырех стенах, у меня есть моя удаленная работа, у меня есть моя семья, мои дети, и они тоже же вместе со мной находятся, да, и это мне давало вот, ну, успокоение и, ну, такую радость, вот, что я не одна все-таки, я же со своей семьей вместе заперта в четырех стенах, да, то, что сейчас происходит в карантине. Это же не так, что мои дети там где-то в другом месте заперты, а я здесь. В принципе, этот карантин для меня абсолютно, ну, как бы нормальные условия, потому что я так привыкла жить всегда в четырех стенах и работать удаленно, и для меня особо ничего не изменилось, когда начался карантин. Я его не почувствовала как некий стресс. Изменилось только то, что дети теперь постоянно рядом со мной, как бы мы учимся онлайн, ну и здорово, ну и здорово. Вот, поэтому все считаю я, все хорошее, все плохое, оно связано только с нами. Никакие внешние обстоятельства не могут на это влиять. Мгм. То А есть, еще мгм. и это прекрасная возможность, которой все говорят там, то есть делать то, на что раньше не хватало времени. Но это же здорово, онлайн, там, не знаю, как пройти какие-то курсы дополнительно, пообщаться с каким-то коучем, поискать какие-то ответы на свои вопросы. Это прекрасная возможность, я еще раз скажу, заглянуть в себя, быть со своей семьей, общаться с детьми. И так же не будет всегда. Почему бы вот не видеть позитив в том, что происходит? На самом деле это очень классная ситуация для внутреннего состояния человека. Как вы управляетесь и организуете свой день? Вы и мама, вы и домохозяйка, вы и работаете. Все это происходит в четырех стенах. Как вы это вообще организовали до карантина, до того, как дети оказались постоянно в доме? И как то, что вы организовали, помогает вам сейчас, или какие есть новые стратегии, так сказать, для того, чтобы совладать с этими детьми, которыми постоянно тоже надо заниматься? Но нужно говорить о плюсах удаленной работы. Это прекрасная штука. И я думаю, что многие, кто сейчас работает удаленно, это оценили. Потому что все-таки удаленная работа– это возможность находиться дома. Это для женщин вообще круто, потому что они успевают. То есть то время, которое они, допустим, даже тратили на дорогу и на наведение всей этой красоты, допустим, да, они могут просто это время потратить на домашние дела. Вот моя сестра недавно мне говорит: слушай, ну ты все время работаешь удаленно, это же так круто. Слушай, я там посидела месяц дома, на удаленке, я там и печь успеваю, там, и с ребенком заниматься, и что-то делать по дому. Ну, то есть для женщин это вообще круто, и я этот график себе давно наладила еще до карантина. В принципе, у меня в приоритете всегда домашние дела. Вот скажу честно, работаю я в промежутках между домашними делами. Сейчас то же самое. Утром встаем, бежим делать уроки, да. Ну, то есть, если как бы задачи мне позволяют не делать их сию минуту, а можно сделать через 2-3 часа, я и так и делаю. Как бы, и мне кажется, удаленная работа, какой бы объем работы ни был, но все равно не может быть там, не знаю, там 12-18 часов в сутки.
Вот. Поэтому времени хватает на все. На то, чтобы получить уроки и сидеть за компьютером. И даже у меня время остается посмотреть какой-нибудь сериал. Ну, просто для того, чтобы разгрузить голову. Хотя бы только потому, что я все-таки домохозяйка. Как бы я там ни работала, я все-таки домохозяйка, потому что я нахожусь дома. И это здорово. Я считаю, что многие женщины, что бы они ни писали в соцсетях, и я в том же числе, что да, трудно, онлайн-школа и так далее, да, трудно, но прекрасно находиться дома, прекрасно печь, прекрасно почитать книжку, хотя бы 20 минут в день. Ну, то есть я вообще вижу в этом очень-очень много плюсов. В той ситуации, которая есть. Если не считать коронавирус, а только изоляцию внутри, в четырех стенах, то мне кажется, это круто. И я думаю, что многие, кто не остался без средств существования, а просто перешел на удаленку, это тоже оценили. Особенно женщины. Да, мы понимаем, что все внутри нас и внутри наших четырех стен, где добрый, теплый дом и где есть радость семьи. Но вот это вот для многих, особенно для молодых людей, которые привыкли двигаться, которые привыкли ходить, которые привыкли к такому большому социальному общению, очень сложно вот эта вот ситуация, когда ты все-таки остаешься, когда они остались дома и не могут это делать. И я знаю, что у вас тоже э, это был сложный такой момент, когда, как вы говорите, вы подъезжали к двери и готовы были разорваться от ярости, что вы не можете выйти. Это было в самом начале, и вы также с этим разобрались внутри себя и поняли, что есть другое, чем это можно заместить. И или как вы вот с этой ситуацией, сроднились, и так же ли это еще сегодня или уже иначе? Нет, но сегодня этого уже всего нет. Надо понимать, что тогда у меня не было детей, которые могли бы, допустим, мне открыть тоже дверь, да. Мгм. Надо понимать, что сейчас у меня и взрослые дети, которые могут мне открыть дверь, могут там выкатить маму на улицу, могут с мамой сходить в магазин, да. Сколько лет Вот. вашим детям? Расскажите, сколько их и сколько лет? У меня трое детей, старшая дочь у меня заканчивает школу уже, то есть она взрослая. Дети 10 и 8 лет, то есть дети уже большие, дети все Мгм. помощники. Конечно, все намного лучше. И те инвестиции, которые я вложила, я считаю, что дети – это наши инвестиции, они как бы приносят свои дивиденды, и все это работает уже на меня. М. Вот. Поэтому, то, что говорить, если говорить о том, что было тогда, мне кажется, что я никак это не преодолела. Просто, просто нужно было время, чтобы принять, что оно вот так вот есть. Вот дверь закрыта, она закрыта. И уже не нужно, уже не нужно истерить. Она просто закрыта, и все. То есть, если сейчас не можешь ты выйти сейчас, то выйдешь потом, когда будет возможность, когда кто-то сможет тебе ее открыть и будет рядом, и вот какие-то такие вещи. То есть просто спокойно принимать ситуацию как есть. Это не быстро, на это, наверное, нужно время, но мне кажется, что для человека, который на ногах, как бы, вот, неделька-две, и он, в принципе, привыкает. Мгм. Я, ну, может быть, мне не очень понятно, потому что я много лет так живу, но мне кажется, что, все не так страшно в этой самоизоляции на самом деле. Из опыта моих интервью и моих собеседников я начинаю понимать, что если бы многие компании еще до вот этой кризисной ситуации имели бы в своем штате большое количество сотрудников, имеющих такую инвалидность, как у вас, или даже более тяжелые виды инвалидности, и людей, которые работали бы и в офисе, и могли бы работать спокойно из дома, то вот переход всей компании, всех сотрудников на режим работы из дома был бы гораздо более спокойный и плавный. Во-первых, потому что были бы якоря в виде таких людей, как вы, которые продолжают ответственные участки работы, да, и там ничего не происходит. А также вы могли бы очень быстро помочь коллегам,
и руководству перестроить все процессы, сделать так, чтобы это произошло быстрее. И говоря об опыте Романа Аранина, вся компания которого уже очень давно работает через электронные системы, именно потому, что руководитель компании не имеет возможности присутствовать, писать и так далее, да, то они не заметили этого кризиса. Вообще, мне кажется, что все работодатели за этот период оценили, насколько выгодно иметь сотрудников на удаленке. Просто экономически выгодно. Не арендовать офисы, я не знаю, не тратиться на все эти кофемашины. Вот, не оборудовать рабочие места, не покупать компьютеры. Ну, я вот так просто говорю то, что мне первое идет в голову. То есть сотрудник сам себе обеспечивает рабочее место, да, там все свои перекусы, завтраки, перекуры. То есть мне кажется тоже, что даже когда кризис закончится, многие поймут, и даже та же система образования, об этом говорят и пишут эксперты многих изданий, что многие поймут и перейдут на эту удаленную, даже то же самое образование. Вот. На самом деле, конечно, круто, потому что вообще же инвалидность, она же не влияет на профессионализм человека. То есть я работала в каких-то проектах параллельно с Everland, и там коллеги мои не знали о том, что у меня сложная инвалидность, и те тысячи знаков текста, и пресс-релизы, и новости, которые я выдаю, они набираются там большим пальцем левой руки. И, в принципе, им это и не нужно знать, потому что если я эффективна, если я хорошо и качественно делаю свою работу, какая разница, как я ее делаю, руками или ногами, или лежа. Вот. Поэтому в данном случае, да, те, кто работали удаленно, где были сотрудники, там наверняка, конечно, да, все было вот гораздо проще, спокойнее переходить на удаленку. И в этом смысле люди с инвалидностью очень выиграли, и был флешмоб же от Ивана Бакаидова о том, что сейчас вот не могу вспомнить хэштег. Мы все дома, мы всегда дома. Да, мы всегда дома, да. Я помню, что я тоже поддерживала с этим хэштегом, делала пост. Вот, то есть люди с инвалидностью остались в привычном режиме, да. То есть они вот в этой ситуации, они как раз не пострадали. Вот, и любой работодатель тоже понял, наверное, что неважно, на удаленке сотрудник с инвалидностью или без инвалидности. Главное, что ему самому работодателю выгодно работать с этим сотрудником. Айслу, расскажите, пожалуйста, о вашей сегодняшней работе. Что такое Everland, как вы стали его частью и какие у вас задачи и обязанности в проекте? На сегодня Everland– это проект, теперь еще и платформа с прошлого года для трудоустройства людей с инвалидностью и вообще интеграции в профессию. Everland появился еще в 2016 году. Я из той первой группы стажеров, которые были набраны в проект. 3 года мы проработали, ну, больше, наверное, как агентство, да, то есть мы выполняли разные заказы для бизнеса НКО, направления дизайн, веб-разработка, контент разный, да, текстовой, видео, фото, юриспруденция еще у нас 4 направления. У нас работают специалисты с разными видами инвалидности, много ребят, которые передвигаются на коляске, есть слабослышащие или с проблемами речи дизайнеры. Вот. Мы существовали как проект до прошлого года, до августа, как отдельное агентство. Вот. В августе прошлого года мы запустили как стартап платформу Everland, то есть это масштабирование опыта, когда мы поняли, что научить, прокачать вручную много людей мы не можем, просто потому что это физически невозможно, ресурс не позволяет. Мы решили сделать это как системно решить вопрос недостатка навыков у людей с инвалидностью и так далее. То есть платформа включает в себя несколько шагов. Это мотивация на первый шаг. Для этого существует целый сайт «Профи без ограничений» в рамках платформы, где собран мотивационный контент. Большинство
истории, это истории наших специалистов, но есть и не специалисты проекта. Вот. Это и лайфхаки, и просто истории для вдохновления, фильмы, инфографики. В общем, все, что может быть полезно человеку с инвалидностью, который думает о работе, но пока еще сомневается, да, или не уверен в том, что у него получится. Следующий шаг – это тестирование психологическое, профессиональное на платформе, которое показывает, насколько человек готов вообще работать, какие у него навыки для входа в профессию. Затем у нас по итогам собеседования мы предлагаем курсы для прокачки, то есть если куратор направления, например, видит, что человек умеет, например, писать, ну, скажем, текст для соцсетей, но абсолютно не умеет работать, например, там, с таким форматом, как новость или там техническое задание для дизайнера, вот, то мы предлагаем курсы, они разные, человек сам должен выбрать, что ему больше подходит или что ему больше нужно для реализации его задач, вот, и прокачиваем вместе с наставником. То есть лектор сопровождает человек с инвалидностью в течение всего курса, проверяет домашние задания, дает обратную связь, вот, и дальше сопровождает в первых задачах, да, пока человек сам не научится, ну, самостоятельно хорошо решать задачу, да. Вот. Затем в рамках тоже платформы нашей есть, планируется и скоро заработает биржа проектов, где приходит клиент просто со своей задачей, и участники платформы, они как бы выбирают эти задачи и могут их выполнять и зарабатывать на этом деньги. Ну, в целом такая концепция. Я попала в Everland тогда, в самом начале, когда проект только как бы появился, и как бы мы его все вместе строили. Вот. Я случайно, или даже, правильно сказать, не случайно, да, увидела объявление о том, что вот набирают людей с инвалидностью, желательно образование. У меня оно было, как бы позволяло журналистика. Единственное, что я сомневалась, что меня, человек с инвалидностью, из Казахстана возьмут в российский проект. Ну, как говорится, инвалидов-то и своих хватает, да. Вот, но меня взяли. Потом как-то так получилось, что у нас половина ребят не дошли до конца стажировки, дошли нас 2 человека. Я и моя коллега Саша Кожевникова, и мы начали работать в проекте, начали его строить, делать. Вот. А с тех пор, как появилась платформа, мы сами стали уже, ну, поскольку мы выросли в профессии, выросли в задачах Everland, мы сами стали преподавателями, наставниками. У каждого из нас есть по своему курсу авторскому, который мы записали, обучаем и сопровождаем, помогаем таким же людям с инвалидностью, как мы, интегрироваться. Я должна сказать для наших слушателей, что наш проект в области российского контента и перевода на разные языки, а также дизайна и моушн-дизайна делается в Москве как раз компанией Everland. И я очень рада, что мы можем дать возможность работать коллегам, имеющим инвалидность, и благодарна компании Beeline, которая делает возможным такую работу и реализацию нашего проекта. Спасибо вам, Айслу, что вы его часть. Дорогие зрители, и вот это самый лучший момент, чтобы пригласить вас к участию в конкурсе. Лучший ответ на него, который мы выберем, получит возможность часового коучинга с Айслу, личный разговор о любых ваших вопросах, связанных с внутренним состоянием, с работой. Для этого вам нужно ответить на такой вопрос. Как вы думаете, в какой известной вам компании, на какой должности и с каким кругом обязанностей может работать Айслу Асан? Да, она работает в компании Everland, и она абсолютно счастлива. Это вопрос скорее риторический. И второй вопрос, который я хочу вам задать и попросить вас сделать следующее. Представьте себе своих друзей
из знакомых, своих родственников, людей, которых вы знаете. И подумайте, есть ли среди них люди с инвалидностью. И, скорее всего, вы поймете, что есть. А теперь подумайте, есть ли у этих людей работа или нет. И если у них есть работа, она соответствует их квалификации, их знаниям, их возможностям или нет. И представьте себе, в какой компании, на какой должности, с каким кругом обязанностей этот человек, мужчина или женщина, мог бы работать. И напишите это нам в комментариях. Речь идет просто о том, чтобы представить. Спасибо вам большое. Как вы думаете, мир снаружи ваших 4 стен, он готов к вашему появлению как сотрудника, клиента, покупающего товары и услуги, коллеги? И здесь речь даже не столько идет о безбарьерной среде, да, о состоянии наших домов, подъездов, городов, потому что это всем понятно. Я бы даже сказала, больше здесь речь идет о картине мира у людей, принимающих решения о создании товаров, услуг, рабочих мест, бизнесов. Я уверена, что готов, и здесь даже не зависит это от работодателей, от бизнеса. Это во многом зависит от нас самих, от людей с инвалидностью. То есть, если человека на коляске не видят на улице, не видят, то ему никто ничего не предложит. Вот именно наш диалог с бизнесом, диалог как клиента, он и способен, и он и может изменить эту ситуацию. Я как бы по себе активный человек. Я сама хожу в супермаркет, ну, то есть с семьей, естественно, но я хожу. Я беру пакет и иду в магазин. Я выбираю на полках товар. Я смотрю сроки годности, я смотрю состав. То есть я активна, я хожу, очень люблю кафе, рестораны. Я хожу в кинотеатр, я хожу за покупками. Почему? Во-первых, это для меня прекрасная возможность выйти из дома. А во-вторых, это моя гражданская позиция. Если я не приду в этот кафе, ресторан, они разве сделают пандус? То есть они поправят свой вход в ресторан только тогда, когда увидят, что вчера вот к нам приходил клиент на коляске, ему было неудобно зайти. Что мы можем сделать, чтобы этот человек пришел к нам в следующий раз? Понимаете? Я клиент, а для этого я должна появляться в этом ресторане. То же самое. Я в прошлый раз, вот зимой, была в новом для себя кинотеатре с детьми. Мне было очень сложно, очень неудобно. Мне там пришлось поднимать по ступенькам, двое мужчин поднимали. Что я делаю? Я оставляю, значит, администрации свой отзыв, да, что больше я к вам не приду. Я приду только тогда, когда вы сделаете удобный вход и там поправите свои ступеньки. То есть таким образом эта сфера, она изменится. Люди изменятся, работодатели изменятся. Только тогда, когда у нас будет диалог, тогда, когда мы будем ходить в эти места. Тот же самый офис, тот же самый банк, любой. Понимаете? Поэтому здесь все не от внешнего мира. Здесь все от нас самих. Когда мы будем готовы выходить из дома и взаимодействовать. Говорить о том, что нам нужно. Не из Фейсбука, из соцсетей кричать, какие все плохие, почему они не делают, а выйти и конкретно вот в данной ситуации показать, что вот здесь неудобно. Если вы поправите, я к вам приду. Человек с инвалидностью, он же не приходит один. У него есть семья, у него есть друзья, у него есть дети. Понимаете? А это потенциально уже увеличивает количество клиентов. Поэтому только таким образом. А если мы будем каждый сидеть у себя дома и ныть, ситуация не изменится. Не изменится. Вот. И еще нужно понимать, что люди с инвалидностью, они не иждивенцы. Если у него есть работа, он куда-то должен тратить свои деньги. Понимаете? Вот. И если
у нас будет эта работа, значит, мы становимся клиентами автоматически. Мы будем пользоваться сервисами, онлайн-сервисами, оффлайн-сервисами. То есть ситуация, она сама по себе выровняется. Мгм. Возьмите меня на работу, и я автоматически становлюсь уже клиентом разных сфер. Вот Мгм. так. Айслу, что бы сказала Айслу сегодняшняя себе тогда за неделю до аварии? И что бы она сказала себе, Айслу, через неделю после аварии? За неделю до аварии, наверное, я бы сказала то же самое, что и через неделю после аварии. А если тебя ждет прекрасный опыт, сложный, длиной в годы, но это прекрасный опыт. Тебя ждет и духовный рост, и личностный рост, и профессиональный рост. Ты станешь мотивацией для многих, не только людей с инвалидностью, но и для здоровых людей. И в первую очередь большой мотивацией для своих детей. Потому что дети, которые растут в семье, где мама с инвалидностью, они инклюзивные с самого начала. То есть для моих детей это норма, что человек с инвалидностью, он такой же, как я, просто у него там другой способ передвижения или другой способ коммуникации. И это здорово, потому что инклюзивное общество строится, начиная с наших детей. Поэтому я скажу, Айслу, ничего не пугайся, ничего не бойся. Сложно – это не значит плохо. Кризис – это не значит плохо. Кризис – это значит, что скоро будет скачок вверх. Спасибо вам огромное, Айслу. И я завидую уже тому человеку, который будет иметь возможность поговорить с вами и получить ответы на свои вопросы. А я очень благодарна вам за знание следующее, за то, что очень важно, кто рядом с нами, наша семья. Это становится понятно и ценно как раз в такие моменты, что ты не один. Надо пытаться все время что-то делать и не бояться этого. И для многих людей, уже состоявшихся, я думаю, это будет звучать немножко странно, потому что будет казаться, ну да, это для студентов, это для начинающих кого-то. Но дело в том, что многие из нас, состоявшиеся люди, сейчас снова окажутся в ситуации людей, начинающих снова. И более того, как бы все из нас, кто живут в профессии, мы все будем жить до 70 лет и больше, и будем жить в профессии, и будем жить с радостью в профессии, но это будет означать, что мы все время будем начинать заново. У нас все время будет эта остановка, все время будет потребность посмотреть в себя, посмотреть вокруг, задать себе, кто я, что я делаю, зачем, для кого, и какая будет следующая ступень моего жизненного роста. И поэтому такой опыт, которым вы поделились, он невероятно ценный. Спасибо вам большое. С вами была Янина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах». Смотрите нас по средам, смотрите в себя и спокойно смотрите в будущее.